Всем добрый якутский вечер. Хватит мерзнуть. Пора заняться нормальным делом. А нормальное дело — это дегустация еды. Всем известно, что Якутия славится строганиной, поэтому начнем мы со строганины, с холодных закусок. И самое первое, что я заказал, это салат индигирка, знаменитый якутский салат. Пока я летел в самолете, мне 1500 раз сказали, что самое лучшее мясо — это жеребятина. На первом месте стоит жеребятина. Она очень вкусная, жирная, дает много энергии и согревает тело. В общем, любой разговор, с кем бы я ни разговаривал, всегда сводился к тому, что пробуй жеребятину. И вот мне посоветовали ресторан, называется Чочур Муран. Ну, мы куда-то за город поехали сейчас. Не за город, а в пределах города, но на окраине, недалеко. Ну, я так понимаю, это какой-то комплекс туристический здесь. Не только ресторан, тут можно и погулять. Но я прибыл сюда вечером. Прогулки нас не интересуют особо. Первое, что хотел отметить, то, что здесь тихо. Вот здесь слышно, так как все деревянное, слышно, как они ходят. Народу пока нет никого. Я спросил, вообще есть он? Сказали, да, будет попозже. Поэтому уединился, забронировал место себе заранее, чтобы шторкой закрыться. Ну, не привлекать внимания, потому что когда ты сидишь, ешь, и у тебя вот такая штука еще, ну, это внимание очень сильно привлекает. Цены здесь начинаются от 500 рублей и выше. Первое, с чего мы начнем, это индигирка. Якутская лепешка горячая. Перец. Это холодное, но это очень вкусное. Не могу понять. Всегда предлагают к индигирке немножко белого крепкого напитка. Еще раз. Что-то типа селедки с луком, но намного вкуснее. Уже вкусно. И чувствуется, что рыба жирная. Прям вот не нужно много описывать, не нужно много разговаривать. Сразу это вкусно. Сразу это блюдо залетает в топ. Никогда не думал, что окажусь в Якутске и попробовать салат. У меня были раньше мечты приехать в Якутск, снять уличную еду, ну, вообще национальную кухню. Еще в то время, когда я начинал искать все это дело, первое, что выходило всегда, это строганина и индигирка салат. Очень вкусно. Непривычно то, что это холодное. На то она и холодная закуска. Рыба нежнейшая, жирная, такое малосольная. Мне кажется, любому человеку, кто любит рыбу, 100% это залетает. Ну а мы пока ждем много других вкусностей. Ну, я так думаю. Принесли тартар из жеребятины и, как же это называется, штука, в общем, строганина, ребро жеребенка. Так вот. Я пока индигирку хочу. Хотя строганину советуют быстро есть, потому что она подтаивать начинает. И, как сказал официант, к индигирке обязательно
рекомендуют ни настойки, ни вина, ни шампанское, ни пиво, а именно водку. Это как симбиоз. Одно другое дополняет и паразитирует. И взаимовыгодничает в организме, в нашем. Салат из индигирки. Огонь. Не зря отзывы были хорошие написаны. А к еде я отношусь предельно востребованно. Так. Строганину на потом. Сейчас у нас тартарчик. Так, а что у нас здесь? Мясо, зеленый лук. Не пойму, желток. Так, все это дело чуть-чуть перемешаем. Сразу я подсаливаю все это. Ну, я знаю просто. В таких заведениях чуть-чуть не досаливают. Потому что лучше не досолить. Так. Тартарчик. Необычный вкус. И мясо такое прям благородное. Я, честно, конину вообще мало ел в жизни. И вот я, наверное, сам себя уже подготовил к тому, что конина это супер. Ну, опять же, наслушался местных. Но это очень вкусно. Это нежнейший тартар. Как будто ты ешь тартар из тунца. Вкусно. Мне понравился. Сука. Похоже, я сегодня так нагреюсь от жеребячего мяса. Вкусно, вкусно. Не завидую жене. Ей приходится все это дело монтировать и видеть. 20 капель. Так, в данном случае у нас подледное, это название местного алкоголя, как имбирь. Мы будем смывать вкусы. И запивать вкусным морсом. Приступаем к вот этой штуке. Ребро. Здесь очень много жира. Цвет мяса такой мраморный. Вот как мраморная говядина такая. Ну, так. Соль, перец. Не могу понять. Еще раз. Еще кусок. Это тает во рту. Несмотря на то, что это мясо. Оно прям тает. Тает, знаете как? Вот представьте себе, вы кусок сливочного масла кинули на сковороду. То же самое у меня происходит на языке. Это жирненько. Но вкусненько. Мне понравилось. Такое ощущение, что ты мороженое ешь. Вот просто мороженое, вкусное, сливочное. То самое мороженое из Вольска. Вкусная штука.
Еще чуть-чуть тартара. Короче, я отсюда выйду как конь. Полон энергии. Это все вкусно пока. Ну, вот буду честен, из вот этих трех блюд 2 прям на ура залетают. Строганина вкусная, но для меня она жирноватая чуть-чуть. То есть хотя я могу свое мнение поменять чуть попозже. Соль, перец. Вкусно. В общем, все вкусно, но строганина жирная. В этом ее и отличие. Я приехал сюда чуть-чуть подмерзший, так скажем. Сейчас я чувствую, я согрелся. Вот эта вот штука дает очень много энергии. Вот это вот. Очень много. Для настоящих якутов. Пельмени с оленятиной. Своеобразный запах, сразу говорю. А вот вкус, конечно, уже другой. Мясо как будто это дичь. Пружинит. Чувствуется, что там мясо, что там не хлеб с луком. Вкусное. Мне сказали, что оленятина, оленина на любителя. Но я, похоже, любитель. Вкусно. Вкусно, вкусно. Мне понравилось. Это прям пятерочка тоже. Из 5,5. Тут еще, как мне объяснили местные, есть жеребятина местная, жеребятина привозная. Местная будет чуть ли не в 2 раза дороже стоить, чем привозная. Ну, это близлежащие там пару-тройку 500 сотен оттуда везут. И то же самое с олениной. Мне объясняли, я так и не понял, с олениной. Есть хороший олень, есть плохой олень по вкусу, по принципу выращивания. Это точно хороший олень. Почему-то везде добавляют мелко-мелко зеленый лучок. Пельмени можете смело прям заказывать. Пельмени из оленины. Еще какую-то штуку дали. Я не любитель этих штук, но попробую. Ой, это вкусно? Это вкусно? Это как жирный кефир. Кефир со сливками. Вот такая текстура. Пельмени зачет. Можно смело всегда заказывать. А жеребятина, строганина, мне сказали, что ее не советуют туристам, потому что она больше для местных подходит. Ну, попробовать нужно было. Ой, как все тут хорошо. Я себя поймал на мысли. Мне в Якутии нравится. Тело изнутри прям горит, я чувствую. Вот, наверное, от строганина. Прям такое тепло идет. Реально идет тепло. Или от строганины, или от индигирки. Но от чего-то я чувствую жар в теле прям. Прошло еще 15 минут, и я точно скажу, что я больше отдам предпочтение тартару, чем строганине. Строганина для меня
жирноватое. Тартар бомбический. Просто нежнейшее мясо. Мне вот интересно, откуда раньше лук был здесь. Зеленый. В такие морозы. Вкусно, вкусно, вкусно. Такая еда прям. Такая мужская вся здесь. Заказал еще одно блюдо. Не помню, как называется. Сейчас вспомню. В общем, это ребрышки, жеребятины, отварные, там, с чем-то. Что, уже готово, что ли? Так быстро? Ну, запах, аромат приятный. Так, тартар мы... Это я доем потом. Это вкусная штука. Ну и, естественно, к нему горчица подается. Вкус необычный. Не могу понять, что. Мясо. Почему для меня это вкус необычный? Потому что это конина. Я ее мало вообще в жизни ел. Но это вкусно. Такая перед тяжелой работой. Это, мне кажется, всем зайдет. Но тоже на ребрышках есть жирок. То есть не для веганов. Для тех, кто любит мясо. Мне кажется, казахам, киргизам вот такая еда прям на ура будет залетать. Им знакома. Им знаком вкус лошади. Как выглядит красиво. Соль, перец, горчичка. Вкусно. Лучок. Чтобы похрустел во рту. Да, это вкусно. Я думаю, довольно-таки несложное блюдо. И, как сказал официант, практически всем оно нравится. Ну, вот мне понравилось. Мясо. Отварное, поджаренное. Я чувствую, горю весь изнутри. Прям как будто 4 стакана кофе выпил. Вот такое же ощущение. В магазине иногда ищешь горчицу острую, не можешь найти. Здесь вот прям мощно ее приготовили, конечно. Не могу остановиться. Очень вкусные ребра. Но, повторюсь, очень жирно. Жеребятина жирная. Иначе здесь не выжить. Все уже остыло. Так, оленина в собственном соку. Мясо суховатое. Ну, напоминает грудку куриную остывшую. Нужно было есть, когда принесли. Идея хорошая, но мясо жесткое. Опять же, я уверен, что оно изначально мягкое было, когда было горячим. И еще я заметил, что здесь, например, если ты в другом регионе, ну, образно, там, 5 рюмок, то здесь 2 выпиваешь, или атмосферное давление, или климат, или в общем, что-то такое. Ты как шальной сидишь. Даже от 4-й дозы положенного.
Просто такое умиротворение у тебя, как у меня сейчас. Наслушался историй про Якутию. Очень интересное место, очень интересная республика. Много всего еще здесь не освещенного. В общем, последнее блюдо не могу оценить правильно. Время было упущено. Сделаю небольшую паузу, потому что уже хочется прыгнуть на коня и ускакать куда-нибудь. Еще мне местные сказали, ни в коем случае не ешь медвежатину. И не только местные мне говорят, и другие ребята, у кого, из моих знакомых, у кого есть не заповедники, а, в общем, свои угодья. Медведь очень плохо влияет на организм человека. Ну и плюс сам медведь ест всегда падаль, он никогда не ест чистое мясо. Если он даже завалит какое-то животное, он ждет, пока 2-3 дня все это дело подтухнет, ну если это теплое время года. Потому что ему тяжело переваривать свежее мясо, и он ждет, пока оно начнет разлагаться. Ну, то есть, если знаешь, что здесь есть медведи, и ты почувствовал запах дохлятины, сразу прям уходи оттуда, потому что рядом может находиться медведь. Он всегда так делает. И было много случаев, когда стреляли медведя. Опять же, что купил, то и продаю. Я не стрелял медведя. Когда стреляли медведей, и под шкурой прям черви ползали. И сегодня я вот на рынке общался с женщиной, с продавщицей. Она сказала, что она своему знакомому дала медвежатину, он ее неправильно сделал. Я тут забыл, или умер он, или отравился очень сильно, его аж в реанимацию возили. В общем, с медвежьим мясом не очень хорошая история. Если вам его пытается кто-то навязать, ваше право. И по поводу тугунка. Тугунок здесь стоит килограмм, по-моему, 2500, или, если мне память не изменяет. Очень пиарится хорошо по всем регионам России. Но местные, вот 4 человека мне сказали, не ешь тугунка. Я говорю, почему? Потому что большая часть тугунка заражена какими-то там червями селитерными. То есть вероятность подцепить червей максимальная. То есть продавцы говорят, это вот не с этой части, а откуда-то оттуда. Ну, опять же, я не местный, поэтому говорю. В общем, мне категорически не советовали пробовать тугунка. Чуть ли не под дулом пистолета. Но сказали, вообще блюдо номер 1 из рыбы нужно это попробовать кабайского карася. А здесь они его готовят очень интересно. Они маленьких вообще не чистят, ну то есть от чешуи кишки не вытаскивают зимой, и у крупных кишки не вытаскивают. Вот зимой они вот сейчас на рынке в основном икряные все, и если кто-то делает боковой прокол, оттуда достают желчь. А так сейчас, говорят, зимой желчь типа у него уменьшена в размерах, и можно не доставать. Главное, чешую почистил. Если прям сильно толсто делают надрез, вот так где позвонок, и все, и обжаривают. И уху также варят из мелких рыб вместе с кишками. Я купил карася, почистил. Чистится он, между прочим, легко. Все караси, которых я купил, все 3 были с икрой. Но я по старинке все это распотрошил как положено. И вот мне местные сказали, что этот карась будет в 100 раз вкуснее, чем тот карась, ну, например, волжский, к которому я привык. У нас считается
сейчас уже, наверное, не считается, например, лет 6-7 назад, но в Астрахани, наверное, до сих пор считается, это такая сорная рыба, курицам, собакам отдавали, буфал, карась, дешевая. Здесь карась доходит до 550 рублей килограмм. Ну, то есть, чем крупнее, тем дороже. И ценится он как рыба. При ресторане есть домик, дом купца. Этому дому 200 лет. Жил здесь вот этот купец. Я так понимаю, этот дом, он здесь раньше стоял или его привезли, поставили? Привезли, поставили. То есть его разобрали и привезли сюда, поставили? Да, ну, Ну, как первый этаж сюда его перенесли, а второй уже построили. Вот в оригинале, как выглядит стена. Ты что, газеты каких лет? Интересно. Ну, с этим местом много всяких интересных, загадочных вещей, да? Да. Ну, то есть пытки над женщинами всякие. Бывало то, что здесь посадница сидит и говорит то, что сзади меня женщина стояла с длинными волосами. Ну, такой был. А кто пытал здесь женщин? Пытал? Сам он? Да. Веселый был мужик. Это вот все, что тут было? Или это просто антураж такой? Это антураж, именно сам ресторан собирает такие антиквариат. Все серьезно. Очень тепло здесь. Здесь также люди могут сидеть, да? Ну, именно это такое банкетное заведение. Банкет. Да. Ну, То есть можно заказать стол, и, можно сказать, да. ресторан-музей Да. Это настоящий. Необычно все это. Меняем локацию. И сегодня у нас местный житель города Якутска, зовут его Александр, будет показывать, как правильно пожарить кабайского карася. Жарят они их иначе. Чем отличается кабайский карась от того же, например, астраханского или волжского? Визуально он похож, но он жирнее, так как здесь холодно. И, говорят, отличается вкус мяса. И плюс метод приготовления немножко отличается от нашего. Здесь делают или боковой прокол, откуда достается желчь. Опять же, в зимнее время желчь не достают. Говорят, что она сокращенная, там, минимальная, поэтому ничего не будет с ней. Оставляют и жарят прямо с кишками вместе. Также, так как здесь постоянно морозы, все это дело промороженное, карась 2-3 часа лежит в холодной воде, то есть внутри он, в принципе, до конца не оттаивает. И чтобы его правильно приготовить, нужно, я не знаю, как можно сказать, томить его на медленном огне. То есть на быстром ты верх сожгешь, внутри будет все сырое, поэтому тут надо играться огнем и все это делать аккуратно. В общем, нужно быть жителем республики Саха. Если только глаза у них другие, но он похожий, один в один. Ну и всегда у карася, у кабайского будет сломан хвост, потому что, естественно, на морозе все это дело отваливается. Все. И вот как Александр говорит, обоснование того, почему жарят с кишками, ну, чтобы получить максимум удовольствия и калорий с этого блюда, то есть не тратить понапрасну те же кишки, ну, там икра, может быть, печень, молоки, они дают. Это уха из... Бусугас называется? Да, из налима и печени его. Ну, очень жирная, очень калорийная. Это вот особенно, ну, рыбаки, которые ходят на целый день. Вот они с утра едят эту уху. И это самое. Целый день потом есть не будут уже. У вас, вот я смотрю, на рынках много налима. Его больше жарят или что делают? Жарят. Ну, вот или либо могут и варить. Могут и варить. Уху и него. Ну, так в основном-то жарят, конечно. Он жирный сильно, конечно. Все вот карасики, видно, прям пузатые, с икрой. Икряные. Да,
А они редко, честно говоря, я не знаю, как тут распределяется это самки и самцы, но вот практически 100% почему-то всегда попадается кровь. Сразу в 2 сковороды. Жарится на обычном масле. Не реклама. Пока я отвлекся, вот так вот накрыли крышкой, не до конца, ну, чтобы часть жара выходила, часть оставалась. Огонь медленный. Также чуть позже будет строганина из чира. Он лежит сейчас в тепле, он мороженый. Для чего? Чтобы чуть-чуть подтаяла верхняя шкурка, ну, чтобы ее снять было. Купили колбасу в магазине. Ну, она вкусная, сейчас попробовали, но, да, ты правильно сказал, тут красители есть. Я вот смотрю, и видно прям эти, слишком неестественный цвет. Мясная все, но вот для чего-то подкрасили. Дядя Саша. Ну, поджаривают их неплохо. Прям аж корочка. Выглядят как обычные караси. Если, мне кажется, обычному человеку дать его попробовать, он скажет, ну, карась. А вот человек, который из Якутии, он скажет, нет, это не мой карась. Мой карась другой. Потому что вся рыба, все мясо, здесь все жирное. Людям здесь нужно согреваться. Естественно, процент жира намного больше, чем в том же карасе астраханском. Ну там как раз в желудке икра, вот эти кишки, чтобы тоже прогрелись. При всем при этом местные жители, ну, не крупные и не толстые. Хотя пища вся жирная. Корочка знатная. Ну, мука здесь как раз таки вот нужна. Если бы не было муки, то, получается, вся шкурка бы прилипла и ее отрывали. Мука здесь как запаска. Узнал сейчас одну интересную вещь. Здесь не считается зазорным подарить друг другу рыбу. Нельма, она стоит немалых денег. Там одна рыба может, я не знаю, тысяч до 30 дойти, до 40. И вот, если тебе подарили нельму, это неплохой подарок. И на свадьбу можно подарить? Или куда угодно, нельму? Куда угодно, да. То есть даже девушке на первом свидании в Якутии можно подарить нельму. То есть кто-то дарит цветы, кто-то нельму. И это нормально здесь. А вот карася лучше не предлагать. Это будет неправильно воспринято. То есть удешевление рыбы. Будут на камере, они будут эти, Коричневые. ну, горелые. Ну, зато они уже точно прожарят. Сейчас еще перевернем, еще минуток 10 подождем. Отрезается голова, где глаза. Чуть-чуть подтаял сверху. Получается, спина срезается и брюховина. Ты знаешь, такой закон подлости бывает.
когда на камеру снимаешь, Все все рвется, все коряво. коряво, ну. И когда сам по себе, он просто летит все Да, как по да, маслу. да. Ну, принцип нам понятен. Какова вероятность ну, зацепить какие-нибудь, я не знаю, там, червяки от такой рыбы, от сырой? Вот от такой, Да. ну такой не нулевая. Червь не заразная, ну не больная рыба. А от какой можно зацепить? От омуля? От омуля. Почему-то все грешат на омуль всегда. Обязательно для строганинки должна быть соль и перец. Я вижу, она подтаивает и прям такая жирненькая-жирненькая. Ну, как будто ты редиску крупную порезал. То есть любой якут на ура это съедает. Конечно. Так. Вкусно? Попробуйте сами. Так, возьмем этот кусок. На рынке продаются тортики такие. Да, это в этом году появились. Соль, перец. Можно еще чуть-чуть. Вкусно, я не могу понять вкус. Я не могу его описать. Хотел сказать, Как мороженое. как мороженое, Не сладкое. как мороженое, как жирная селедка, как, ну, вкусно это вкусная штука. Что мне понравилась эта штука. Чем-то даже семгу напоминает. Ну, потому что жир. Жирная, да. 100% такую пробуйте. Да, реально вкусно. Беспроигрышный вариант. Караси готовы. Но у нас разные напитки. Я вот такую, люди другую. В общем, до карася нужно, сказали, вот это, да, есть обязательно. Мне кажется, это вообще лучший подарок привезти вот так угостить, да? Ну, поэтому ее и покупают, и везут. Даже можно в Москву спокойно довезти. Ну, в Москву везут. Без проблем. Да. Это просто вкуснятина. Я чуть-чуть. Ну, че? Че. По-якутски это значит Ну, давай. давай. Вот как салат индигирка мне сразу зашел. Вот это прям сразу заходит. Очень жирная и очень вкусная рыба.
любому человеку зайдет. Кроме веганов. Возьму-ка я вот эту вот часть. Потому что, ну, она прям такая красивая. Мне даже карася уже не хочется после этой рыбы. Настолько эта рыба прекрасна. Ну, Их мало. вроде есть, а вроде нет Ну, кости. В общем, по какому принципу продается чир? Чем крупнее рыба, тем дороже. Чем крупнее рыба, тем больше там мякоти, ну, этот сам срез шире. То есть, если, например, мелкий начинается от 1200, то крупный, ну, 2000 уже заходит. Мне кажется, даже семга отдыхает. Вот она по текстуре как лосось. Вот прям один в один. Если закрыть глаза, вот такой же вкус приятный. Повторюсь, это очень вкусно. Ликбез от Александры. Ну, конечно, там полтонны икры в одном карасе сразу. Ну, все, можно есть. То есть, смотрите, ни жабры, ни кишки никто не вытащил. Мы чуть-чуть, Александр, за вами понаблюдаем, как вы будете есть. Вы не против? Если только мы сначала выпьем. Ну, икры прям такие, они пузатые. Я, честно сказать, я же купил, как ты посоветовал мне, карасей. И вот они у меня до сих пор дома лежат. Я всю икру выкинул. Я как по старинному, ну, как у нас там чистят рыбу. Вспорол, все выкинул лишнее. А здесь такая икра. Ну да, и икра, и мясо. Так, а еще, что вот там ты мне говорил, что внутри жирок какой-то, вот, Ну который... вот он как бы вот он, но тут почему-то мало. Обычно вот в этом месте вот он прямо такой, как Жир. студенистый, да, такой вот он. А тут его вот, ну, видимо, из-за того, что много икры, его тут вот практически... Выдавило. Да, ну вот они кишки, ну их вот так вот просто в сторону отбросил, да и все. Ну вот типа вот такое вот, Мгм. видишь, вот такое. Так, а вопрос, а желчь? А вот она желчь, вот она, ее видно, её чуть-чуть вот она желтая. Ну вот ее в сторону просто убрал вот вместе. То есть рыба сейчас не горькая? Нет, не горько. Советую попробовать. Мой карась. Мой карась тоже полный икры. Икры там вдоволь. Так, я вообще должен был сравнить по вкусу. Начнем вот с этого Это всё кусочка. съедобно. С этого кусочка. Я что-то понял, но еще не понял. Сейчас я возьму мякоть. Мне нужна мякоть. Я хочу сравнить вкус наш волжский карась. И этот. Вот прям кусочек такой. А здесь другой вкус. Этот карась, он похож, но он более какой-то, у него более выраженный вкус какой-то. Он более жирный. Кобяйский карась. Я как бы... Сейчас вспоминаю, раньше мы карасей выкидывали, а здесь я как будто осетрины ем. То есть, вот что делает реклама и маркетинг. То есть, карась это... Или это самовнушение, может, у меня?
тонна икры в моем карасе. Вот жирок. Так. Ну, вкусный карась, да. Ну, я же говорю, у нас просто... Я сразу вспоминаю маму. Когда я еду в Саратов, я говорю: мам, тебе какую рыбу привезти? Только мне буфалов, говорит, не вези. Или судака, или сама. А здесь люди буфалом радуются. Буфал — это второе название карася. Ну, такой же карась, просто он более жирный, все. Ну, это мое личное мнение. Я и дома карася ем очень хорошо. То есть мне любой карась нравится. И здесь у него нету привкуса болотного. Он как будто речной, как бы, вкус. Нету вкуса тины. Ну, вкусно. Ничего не скажу, вкусно. Кобяйский караси. Мне по-любому сейчас надо хвалить. Потому что я не в своем регионе, кажется. Не, если было невкусно, я бы сказал невкусно. Я такие вещи не могу обмануть. Но лично по мне немножко цена завышена. 500 рублей отдавать за карася. Ну, здесь просто такие цены на все. Здесь шоколадка, которая у нас в ленте стоит 57 рублей. Я ее позавчера покупал по 157 рублей. Поэтому умножаем на 3, и цена нормальная. Так, еще раз кусочек карася. Да, это кобяйский карась. Жирная рыба. Вот он жирный, поэтому он вкусный. Все. Мне что-то надо острое срочно. Денис Корейцев. Здесь вот, допустим, вот в этом карасе икры чуть меньше, но зато внутреннего жира здесь больше, значительно, да? То есть вот его, вот он. Самые соки. Да, то есть вот как бы ценен карась как раз вот этой частью, да. То есть вот, ну если, ну, смотреть желчь, ну вот она где-то вот в этой части, наверное, вот ее можно вот убрать, да, желтая. А вот это все съедается. Ну, как бы и ценно здесь. Люди любят жирную рыбу. Да. Пресная здесь рыба не нужна. Не могу понять, что здесь происходит, но мы вместе с дядей Сашей прыгаем с одного места, и он допрыгивает, а я нет каждый раз. То есть мне нужно, мне или кислорода не хватает, или чего-то мне не хватает. Обычно мне хватало кислорода. Но дядя Саша скачет вперед. Я чувствую прям такое у меня состояние. Он говорит, что здесь кислорода меньше. Может, на меня так действует этот чир? 100%, да. 100% эйфории от чира. Или кислорода все-таки не хватает мне? Я думаю, это все в купе. Да, здесь потому что я сижу, я чувствую это. Мой блин уже спекся давно. Промониторил я все рестораны и кафешки города Якутска и понял, что мне лучше снова вернуться в Чочур-Муран. Это вот так вот он называется. Этнографический комплекс.
Здесь реально очень интересно. И сейчас я заказал себе место в домике. В домиках, чтобы сидеть, нужно там депозит минимум 3000 рублей выбрать, не меньше. Но здесь намного интереснее. Сюда вот прийти с компанией вообще классно было бы. И, во-первых, мне как для блогера света побольше снимать. Тихо, уютно, тепло, комфортно. Так как меню здесь большое, разнообразное, сегодня у нас немножко уже другие будут блюда. Честно, у меня прям настроение поднялось, что я сюда, в этот домик попал. Здесь как-то комфортно. Здесь есть второй этаж, между прочим. Дверь. Шкаф с рюмочками. Вот так вот все это выглядит. Здесь я не понял, что-то здесь все с весами связано. Какой-то купец, наверное, жил. Видите, весы. Весы, вся такая тематика. Вот раньше рог мамонта, что ли. Это вот находили местные. Вот так вот. Здесь это нормальное явление, найти рог мамонта. Вечная мерзлота. Вот смотрите, сколько здесь этого добра было. Здесь рог, ну, по-моему, у каждого второго дома. Так. Также здесь свой санузел есть. Здесь как фильм ужасов. Не, прикольно, реально прикольно. Мне прям здесь нравится. Если вы турист, если вы первый раз в Якутске, хотите попробовать местную кухню, прям смело приезжайте сюда. Вам понравится. Вот здесь вы точно не пожалеете. Я не знаю, что должно случиться, чтобы вы пожалели, что вы находитесь здесь. Я, конечно, разных лосей видел, но я не знаю, это что за лось. Если это его оригинальный размер, то он должен весить, я не знаю, несколько тонн. Он просто огромен. Я не могу встать на фоне. Ну вот, получается, шея, я не знаю, сантиметров, наверное, 60-70 под метр. Но это что-то огромное. Это даже страшно, если такое на тебя выйдет. Первый раз таких вижу. Это просто огромное животное. Чучело тайменя. Вот какие таймени здесь. Не рыба, а крокодил какой-то. Ну и начнем мы с салата индигирки. Только на этот раз он идет с красной икрой. Ну, я так понимаю, что он ничем не отличается от того, что вот здесь маленькую ложечку икры добавили. Поэтому что нам нужно сделать? Сразу мы чуть-чуть сбрызнем лимончика. И приступаем. Морс очень вкусный. Так, перемешиваем салат. Я так понимаю, икру надо перемешать. Нас, магаданцев, икрой не удивишь. Так. Якутская лепешечка маленькая. И теперь попробуем сейчас с икрой попробовать. Вот именно с икрой. С икрой поинтереснее. Без икры вкусно, с икрой поинтереснее. И так вкусно. Но икра на как-то какой-то немножко другой вкус придает. Чир. Сказали, что индигирка делается только с чиром. Не нельма, а именно чир. И вообще рыба в Якутии как деньга, вот так скажем. То есть нормальное явление, когда
такси приезжает куда-то в деревню, ну, например, городское, и пассажир может расплатиться там чиром, небольшого чира отдать. Это намного выгоднее и дороже, чем сама поездка. Ну, он там рыбак, допустим, вытащил одного чира, подарил. Водитель рад. Вот так вот. Не знаю, кто говорит, что этот салат входит в 100 самых неинтересных салатов в мире. Ну, это точно рейтинги составляли не местные. Я думаю, они глубоко ошибаются. Тем более 100 салатов. Мне кажется, мнение такого крупного региона должно все-таки учитываться. Оленина вяленая. Ну, визуально она даже не похожа на мясо, как будто грибы какие-то сушеные. Такие маленькие, прям подсушенные кусочки. Прикольный вкус такой. Как снеки к пиву. Какие-то вот вкусная штучка. Это, наверное, к пиву больше заказ. А если вам белка не хватает, необычное мясо. Вот если ты всю жизнь ел свинину, баранину, говядину, козлятину, крольчатину, индейку, курицу, но не ел оленину, то она будет отличаться сразу прям. Обязательно морсом нужно запить. Может, вкуснее. Он даже такой немножко терпкий. Брусничный морс. Ой, или морожка. Я путаюсь в северных ягодах, но вкусный. Реально вкусный. Ждем мы сейчас горячее блюдо. На этот раз у нас уха из карася. Говорят, очень вкусно здесь. Работают профессионалы. Открывается дверь. Я смотрю на официанта, думаю, он, по-моему, не мне это должен нести. Ну, представляете, стакан и рыба. Я сначала не видел, что это рыба. Так подается здесь уха. Я спросил, как это есть. Говорит, ну, рыбу, как рыбу едите. Здесь красный лук, зеленый. И внутри, смотрите, в карасе много-много икры. Рыба свежая, приготовленная. И уха такая. Цвет непривычный для меня. Но сейчас попробуем. Неожиданно. Уха ухой. А морс морсом. Вкусный. Карась. Давайте вот так вот с ребра снимем чуть-чуть мяса. Так, не знаю, с лучком, что ли, зацепить его. Это вкусно, но непривычно для меня. Уха вот в таком формате. И не могу понять, почему бульон такой мутноватый. Или, ну, я как думаю, это из-за того, что, наверное, он жирный. Карась. Карась не потрошенный. То есть его варили целиком. Сейчас посмотрю. Да, у него есть прокол, через который вытащили печень. Печень желчный, пузырь, желчь. Ну, работают профессионалы. Карась вкусный. Я сравнивал
все вот эти дни, пока здесь нахожусь, ну, вроде бы карась, да, вроде бы, что в нем необычного. Довелось его еще раз несколько попробовать. Вот могу сейчас смело сказать, что у этого карася отсутствует привкус того карася, которого я ловил на болотах. Ну, когда весной Волга разливается, остается болотце, где там весной попал карась, и он до первого льда, пока его там или люди не выловят, или птицы не поклюют цапли. Ну нет, мне кажется, еще что-то добавляют, потому что ну, такой мутный не может быть. Вкусная штука. Вкусно и необычно. Таком вот много мелких косточек карася. Ну это карась. Уха в стакане. Как Галина Бланка, разведенная. Так, я думаю, нужно попробовать икру. А, еще думаю, что же я такое хотел сказать. После отъезда отсюда я точно знаю, что когда буду я есть карася, я жареного, может и отварного, сейчас просто ковыряться, если неохота, я точно ему буду вскрывать голову, икра, и искать полуязычную часть, которая находится в черепе. Очень вкусная она. Необычная уха, реально необычная. Вам понравится. Только ее нужно есть сразу горячей. Не болтать много, а сразу горячей есть. И карасик вкусный. Ну и последнее, что мы заказали, это кюрчех с брусничным вареньем и таежный чай. Какая палочка красивая. Чай. В общем, сладости. Десерт. Понимаю, что это нужно помешать все дело. Выглядит красиво. Так, пока не пробуем. Начну с чая. Что-то знакомое, но не помню. Знакомый вкус. То ли взбитые сливки. Но вот послевкусие не брусники, а вот самих сливок. Это очень жирные сливки. Это что-то взбитое. Похоже на сливки. Как будто мороженое. Сливки под мороженое, мне кажется. Чай тоже необычный. По-моему, какой-то травяной он. Что-то из трав. Вкусно, очень вкусно. Эта штучка очень вкусная. Для сладкоежек прям самое то. Мало того, что там варенье внизу, так еще сверху было посыпано чуть-чуть сахарком. Вкусно. Такие подстаканники. Я не знаю, сколько летом.
Вот сейчас модно подстаканники такие. Это китайские. Чай вкусный. Единственное, пока доносят сюда, ну, я не знаю, тут метров 20 от основного здания. Наверное, чай, он горячий, все, но он подостыл. Я люблю прям, чтобы аж дым, пар шел. Дым. Ну, так как на улице сейчас 44, поэтому, мне кажется, здесь, чтобы ты не нес, оно остынет. Это вкусная штука. Сливки. Может быть, что-то еще добавлено, но прям взбитые сливки. И необычно. Необычно. Для меня сладковато, если честно. Потому что я сахар даже не добавлял. Тут вполне достаточно варенья, которое внизу есть. Для сладкоежек самое то. Я думаю, на этом мы закончим. Стрит-фуд по Якутску. Все было очень вкусно, особенно рыба. Рыба, жеребятина. Рыба запоминается, конечно, на ура. Чир, нельма. Ну, естественно, и кобяйский карасик. Прощай, Якутия. До скорых встреч. Мы сюда однозначно еще вернемся.